Друзья, всем привет! С вами снова я, Мила Михайленко. Я думаю, что многие меня уже потеряли совсем. Я уже много времени не выхожу на связь, не делаю новых видео. Все по одной простой причине. Я осваиваю новую профессию. Как вы видите, я уже сижу в своем траке, я сижу в своей машине. И мне есть чем поделиться, мне есть что рассказать, мне есть то, о чем вам поведать, о своих впечатлениях, о своих выполненных задачах, о своих поставленных целях. И хотелось бы, конечно, подвести итоги, так как лето закончилось, и хочется уже посмотреть, что сделано за это время, что достигнуто, что еще впереди. Всем привет! Я первый раз за большой машиной. У меня сегодня дебют. Все начинаем потихонечку, очень сильно волнуюсь, но постараюсь сделать все правильно. Так. Вначале скорость немного. Много. Теперь отпускай тормоза, нажимай. Сначала Один, да? любой, какой тебе нравится. Отлично. Так, и Всё, что, мы не можем ехать? вытягивайся вперед, потихоньку отпускай сцепление, как обычно у нас ты куда ездишь. Мама! Ну, можно газ не прибавлять, он дизель, он поедет. Потихоньку. Мама! Я еду. Вытягивай. Ну, начну по порядку. Так как там, где мы закончили обучение, Сакраменто, зарплаты были не очень хорошие, мы прилетели в Чикаго, и на работу я устроилась в Чикаго. Так как это огромный транспортный узел, это огромные развязки, это самое большое количество, мекка всех автомобильных компаний, и поэтому были предложены хорошие условия. И я, в общем-то, теперь сижу в новой Volvo 2018 года, пробег у нее там около 79 тысяч был всего, и я на рифере. Обычно новичкам не дают новые машины, но я в виде исключения получила новую, потому что, наверное, очень хотела. И сейчас езжу самостоятельно уже третью неделю. Рассказать вам про первую неделю даже ничего не смогу, потому что реально не помню то, что происходило со мной в то время. Это было с тренером Владимир. Спасибо ему огромное. Если он будет смотреть это видео, обязательно ему пошлю. Володя научил меня очень многому, потому что это человек, который реально окунул меня в практику, в действительность, в работу. Я с самого первого часа начала делать все, что нужно было делать драйверу. И очень многие вещи для меня были просто откровением, открытием. Поэтому спасибо, Володь, огромное за твою практику, за твое терпение. Вот, потому что я старалась быть хорошей ученицей. Надеюсь, что из меня получится трак-драйвер. Еду в свой первый рейс. Вот мой наставник, Владимир. Волнительно, сил нет как. Ну, посмотрим, что сегодня получится. Сегодня я уже буду рулить. Буду рулить ночью. Едем в Оклахому. Вот. Первую неделю самостоятельных поездок это был еще хуже, еще хлеще. Это было просто незабываемое ощущение. Экспириенс получен колоссальный. Это адский труд, который требует постоянного, просто катастрофического внимания и концентрации. Так как у меня с этим всегда была проблема, меня, наверное, сейчас этому учат. Что касается самого важного инсайта этой профессии, эта профессия, наверное, обучает терпению. Тоже того, чего мне всегда не хватало. Вот. Ну, скажу, в общем, мне нравится. Пройдя все эти огонь, воды и медные трубы и выдержав, вообще сказали, что если месяц выдерживаешь, то ты останешься в этой профессии. Я надеюсь, что я выдержу, что я останусь. Я сделала следующие выводы. Первое. Нужна высочайшая концентрация внимания и терпения, потому что такая огромная машина требует невероятных усилий. Второе. От всего можно получать удовольствие, потому что можно заниматься и работой, и досугом, и обучением. И меня очень радует, что я продвинулась в английском.
Я сейчас занимаюсь гораздо больше по времени, гораздо плотнее и чаще, потому что время, которое я в пути, я слушаю аудио. Если кому нужны будут ссылочки, я могу бросить ссылки, кого я слушаю. Это Galaxy, Александр, забыла фамилию, но английский по плейлисту с нуля до уровня Advanced. Мне очень нравится, там у него очень много хороших очень много уроков, и они все последовательно, грамматика. Сейчас не об этом. Вот. Еще один инсайт. Эта профессия меня как-то очень сильно вынуждала стесняться, что ли. То есть я как девочка, как девушка, как женщина, я стеснялась того, что я занимаюсь мужским делом. Выяснилось, оказывается, что в Америке это не мужское дело, это дело совершенно обоих полов, потому что женщин очень много, от мала до велика, и в возрасте ездят женщины, и молодые девочки. И я в первый же день была, знаете, так, поймана на тракстапе. Женщина идет в платьишке такая, с гарнитурой, подзывает меня и говорит: ты трак-драйвер? Я говорю: yes. Она говорит: вот тебе ресурсы, и теперь ты на этом ресурсе woman truck driver. Я так была ошарашена. То есть столько женщин, и это есть ресурс, да, на самом деле. Я посмотрела, очень много женщин ездит, делятся своими впечатлениями, своими ощущениями. Вот. И сейчас я на тракстапе, поэтому тут все здороваются, тут все постоянно кивают, и поэтому постоянно приходится отвечать. Вот. Что касается сегодняшнего ощущения меня в этой профессии, вы знаете, у меня расправились плечи, у меня прям выросли крылья. Было несколько случаев, я могу их сейчас немножечко коротенько рассказать, потому что я их описывала в своей группе, но тем не менее вам расскажу. Я стояла после того, как приняла душ, стояла в Старбаксе за чаем. Передо мной стояли два полицейских в Индиане. Они были такие красивые, нарядные, был какой-то праздник. И они что-то очень так обсуждали, поглядывали на меня. А я стояла такая уставшая, значит, разговаривая по этой гарнитуре с кем-то. Подошла их очередь, и они вдруг оборачиваются оба ко мне и говорят: мисс, плиз, пожалуйста. Я говорю: ну, говорю, ваша очередь. А они говорят: ну, вам же важнее, вы же работаете, вам нужно ехать, вы же трак-драйвер. И тут меня просто накрыло. Я настолько была растрогана. Вы знаете, для меня это настолько было таким показателем, что я опешила, я говорю, я их поблагодарила, я взяла свой чай, иду, а люди просто вот даже в глаза заглядывают мне и здороваются, они пытаются как-то высказать свое мнение, что ли, я не знаю. Сначала я шарахалась, я думала, что люди, просто косятся. Нет, они показывали мне: вот, молодец, то есть вообще вот в таком вот удивлении. И первую неделю я ходила просто ошарашенная. Меня это внимание, оно очень сильно вышибало. Я реально не понимала, почему это происходит, потому что, для меня это было необычно. Вот. Это очень сильно помогло мне восстановить, наверное, вот эту вот самооценку, да. Почему? Потому что в России слово дальнобойщик, дальнобойщица — это что-то такое принижено, унижено, какое-то вот низкосортное. Здесь же это настолько высоко интеллектуально считается профессия, насколько она уважаемая и востребована, что люди мне реально уступают дорогу. Вот я вам говорю, как есть на тракстапе, я еду, все мужчины в основном, конечно, они начинают, все приветствуют сначала, потом пожалуйста. И вчера был показательный случай, это просто было для меня, это вообще... Случилось так: я паркуюсь, сейчас я вам покажу, где я и куда я парковалась. Это в эту маленькую дырочку между двух машин. Это занимает у меня еще достаточно много времени. Почему? Потому что я делаю это не с разбега, я делаю это очень долго, аккуратно и очень неторопливо, что для меня очень не свойственно.
И сзади меня парень на флетбете, значит, попытался проехать, но так как он увидел, что я паркуюсь, он встал сзади меня и стоял, ждал, пока я запаркуюсь. Видя, что он мне мешает, он сдал назад и уехал. Я припарковалась, выхожу из машины, и вдруг я вижу, он через 3 ряда идет ко мне и что-то мне пытается сказать. Я встала, говорю, пожалуйста, помедленнее, я не понимаю, о чем вы говорите. Вот. И он начал извиняться, что он помешал мне припарковываться и встал у меня на пути. Я сначала не въехала, я думаю, какие имсори, что за имсори? Думаю, я посмотрела, говорю, я не так припарковала. Он говорит, все окей. А имсори, что я вам перекрыл дорогу. Я просто в таком была шоке. Ну, в общем, каждый день открытий, каждый день удивления, каждый день у меня просто какие-то вещи, какие-то новости, которые я даже не успеваю записывать, поверьте, вот правда, я очень хочу, но я не успеваю. Я так хотела в этом видео вам рассказать все, что у меня тут было, свершилось и произошло, но это нереально. Вот, конечно, трудно, конечно, тяжело. Я скажу вам одну вещь, что в первую неделю мне пришлось, ну, заправки там мелкие, то есть pre-trip inspection, это все мелочи по сравнению с тем, что мне пришлось двигать 5-е колесо. В России это называется седло. И когда у меня был перегруз на переднюю ось, я вынуждена была двигать 5-е колесо. Кто знает, тот сможет понять, что это такое. Это нереально тяжело, и это нереально трудно, и одному человеку это практически не под силу. Так как я была одна на тракстапе, и шел сильный дождь, в общем, песня была, я сделала это по совету Володи очень грамотно и быстро. Мои руководители были очень удивлены, когда я им прислала правильный вес, распределен на все оси, и что я сделала это очень быстро. Вот, я прям гордилась этим достижением, но было очень трудно, я вам скажу. Я готова была бросить все прям тут на тракстапе. У меня не получалось, шел дождь, мне так все было вообще вот, ну все, думаю, ну куда я полезла, зачем я это? Но когда я говорю для себя, Мила, английский, Мила, хорошая зарплата, Мила, это всего лишь год, мы делаем фундамент для будущего, мы делаем, закладываем основу для следующего шага, для следующего экспириенса. Все сразу становилось на свои места. А так раз 300 я уже пыталась бросить, хотела уже все это закончить. И, ну, реально, был срыв. Даже один раз я плакала, потому что у меня что-то не получалось. Или, я не могла понять, что мне говорят на загрузке. И мне пришлось выехать с территории, сделать обратный круг. И то есть это вот все, вы знаете, оно накопилось, оно как бы вылилось. И я просто расплакалась, мужчина такой подошел на стоянке и говорит, все в порядке? Я говорю, no. Он принес мне большую бутылку воды, огромный 5-литровый, и говорит, пожалуйста, только не плачьте. Я успокоилась и говорю, it's okay, я говорю, я в порядке. Вот, просто нужно было отдохнуть. И вы знаете, эти моменты, мне даже не стыдно про них говорить, мне не стыдно про них рассказывать, потому что это было, это и есть. Я не буду приукрашивать то, что здесь трудно, тяжело, и это действительно профессия очень такая, ну скажем, она предсказуемая, но она неровная, может быть, вот так вот все, знаете как, ты едешь по 5-6 часов, ты, кажется, ничего не делаешь, ты сидишь, ты рулишь, а на самом деле за это время происходит столько вещей, которые подвергают тебя и опасности, и трудностям, и твое внимание притупляется, и происходит то, что ты иногда плохо себя чувствуешь, не хочется ехать, и хочется спать. И все это имеет место быть, это в любой профессии, понятное дело, все это нужно просто пережить. И я вам скажу так, итог этого лета очень-очень для меня значительный и очень значимый. Я освоила самую высокооплачиваемую профессию в Америке после даже программисты столько здесь не получают. Иногда есть такие, что программисты садятся на траке.
У меня есть знакомые риэлторы, кто сели на траке, и для меня это загадка, потому что у меня процесс шел такой. Я хотела сделать основу в течение года для того, чтобы выучить язык и пойти уже получать лайсенс на риэлтора. А оказывается, риэлторы сейчас идут трак-драйверы, и меня это настораживает, потому что мой план дает сбой. Вот. Но, тем не менее, посмотрим, что будет дальше. Этот годик я поезжу, получу экспириенс, получу опыт, заработаю денег для того, чтобы дальше двигаться. Вот. Ну и, собственно говоря, уже буду думать, куда учиться, как там дальше, где, куда. И возможно, что, может быть, даже останусь и буду работать трак-драйвером. Чем черт не шутит. Ну, это другая история, это уже будущее. Что касается итогов. Первое, значит, это то, что я в этой профессии, я выдержала, я прошла, и я не сдалась. Это для меня самый важный инсайт, потому что был момент, что все, вот это было все. Второй момент, я рада, что двигаюсь в английском, что делаю. Каждый день у меня практика, каждый день у меня уроки, я по 3-4 часа занимаюсь. Для меня это очень важно. Третий момент, итог того, что вложенные инвестиции вернулись сполна, и я рада, что они будут возвращаться и дальше. Вот. Третий момент, я уже начинаю мыслить с позиции инвестора, куда и как я буду инвестировать деньги и, значит, что делать дальше. Вот. Пока буду ездить, буду рассматривать, буду планировать, буду смотреть. Сейчас я проехала 18 штатов. Некоторые из них я сделала пометочку, что мне понравились. Это Колорадо. Мне очень понравился Колорадо, красивейший штат. Это также Северная Каролина, да, которая мне как бы, говорили о том, что она хороший штат для школ, для детей, для проживания. Это дешевый штат. Очень красивый, тут горная местность, тут и океан недалеко. Вот, то есть смотрим, где можно будет потом зацепиться, бросить якорь и прикупить что-нибудь, потому что в любом случае жилье понадобится. И сейчас, пока я живу в машине, я сейчас покажу вам мою ласточку. Очень хочу похвалиться, потому что реально это, как бы сейчас мой дом. Вот. Многие скажут, вот сумасшедшие, там делать ей нечего. Вы знаете, я вам скажу одно. Господа, вы очень скучно живете. Очень скучно, потому что у меня каждый день новости, каждый день новое, каждый день у меня какие-то впечатления, у меня каждый день какие-то открытия, какие-то вещи, которые не свойственны людям, которые каждый день делают одно и то же. Я делаю одно и то же, но у меня все меняется ежеминутно. Вот. Сейчас я вам покажу, постараюсь показать машину. Она стандартная, как... Сейчас, секундочку, я постараюсь перевернуть. Вот так вот, наверное, вот так. Сейчас вот так вот. Вот. Это вот мое рабочее место. Сейчас вот так вот. То есть это вольвочка моя. Вот. Вот так вот выглядит мое рабочее место. Вот. Это мой будуар. Вот. Шторки солнцезащитные. Вот это вот мое место, где я занимаюсь. Это вот полочки. Сейчас, секундочку, не вижу, что снимаю, но постараюсь заснять. Вот такой вот обзорчик. Это вот холодильничек, кому интересно, могу даже открыть. Он пустой. В общем, такой вольвовский стандартный холодильник. Вот. Тут я пью чай. Вот тут занимаюсь. Это раскладывается все, делается там вот наверху еще одна кровать, там у меня вещи, то есть как бы вот так. Вот мы сейчас покажу вам эфир, если будет его видно. Сейчас как-то вот так зеркало, наверное, будет видно. Вот так. 53 фита, это 16 метров хвост, это вот тракстав, на котором я стою. Вот, это вот я припарковалась вчера в такую вот дырочку между двух машин. Как в доке, вот они вот так очень плотно стоят, и заехать вот этой 16-метровой штукой достаточно сложно. Вот. Ой, сейчас извиняюсь, у меня
камера начала жить своей жизнью. Так, так. Ставим обратно. Вот так. Так, что-то не хочет держаться. Вот так. Вот, ну, в принципе, я показала вам весь мой дом, мою работу. Вот. В ближайшее время мои планы таковы, что я планирую ездить, смотреть, ездить. Конечно, у всех сразу возникают вопросы, а собираешься ли покупать свой трак и так далее. Посмотрим. Правильно вот сказал Павел, блогер из Сакрамента, за что ему тоже огромное спасибо. Он очень выручает, очень помогал контактами. Вот. И надеюсь, что он меня будет смотреть. Что касается... Вот даже уже мысль потеряла. Дальнейшего, да, конечно, нужно хотя бы полгода поездить. Почему? Посмотреть, действительно ли нужно оно это, и как это здесь выглядит, и вообще побыть в этой профессии. Вот. Ну и, собственно говоря, как только поймешь, твое это или не твое, потому что очень многие уходят, даже не доработав месяц, это действительно трудно. Почему? Это стресс, это нервы, это постоянное напряжение. Не все этого выдерживают, потому что контролировать все, это и рифер, температуру, это контролировать, как ты едешь, полосочку, чтобы колесо не заезжало за полосочку, встречные машины, трафик в городе, это нереально, особенно когда ты груженый. И для многих, конечно, это становится просто сильнейшим стрессом. Вот. Для меня тоже это было стрессом, но я поставила себе задачу, что это нужно сделать, ты прошла все, и вдруг вот так сейчас вот взять и сдаться, ну это просто, в общем, ну, не знаю, просто глупо, наверное. Вот. Да, конечно, речь идет о безопасности, и это нужно учитывать, это профессия повышенной опасности, но за это и платят деньги, потому что это на сегодняшний момент, я не знаю, ну, самая высокооплачиваемая работа. И самая уважаемая работа, как я теперь понимаю, потому что прошла через это сама. Вот. Вот все, что я хотела вам сегодня рассказать, поделиться. Я вставлю, может быть, в это видео, если у меня будет время, свои первые впечатления, когда я села за руль, свои первые впечатления, когда я села первый день на практику. Если у меня получится, я с удовольствием это сделаю. Если нет, я тогда выложу видео, как оно вот есть. Потому что мне сейчас уже надо ехать. Пришла смс-очка от диспетчера о том, что мне пора. Я рада, что я наконец-то сделала это видео, потому что меня очень тянуло, что я многие пообещала и не сделала. Теперь я могу точно сказать, что я сделала. Я жива-здорова, со мной все в порядке. Я пребываю в повышенном настроении, потому что у меня начинает получаться. И надеюсь, что дальше будет то же самое. Вот. Всем вам огромное спасибо, что вы отслеживаете, что вы смотрите. Ставьте лайки. Я с удовольствием буду делиться с вами новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Не судите строго, потому что я реально устала, реально ну, как бы отвыкла. Очень много молчишь, потому что все время в каком-то вот что-то делаешь, да, вот, поэтому, может быть, видео получится какое-то немножечко сумбурным, но тем не менее, я благодарю вас, до новых встреч!